Привет-привет! Меня зовут Людмила, и вы на моем канале Людмила Шпакова в потоке. Ну что, сегодня у нас с вами будет разбор, и название к нему звучит так. У меня от него бабочки в животе, а у него от меня. Сегодняшний разбор будет на 3 позиции. Пожалуйста, загадывайте ваших мужчин. Ну и начнем мы с сигнификации самого мужчины, для того, чтобы вы его узнали, для того, чтобы вы поняли, да, что разговор пойдет конкретно о нем. Ну а дальше, да, мы смотрим, есть ли у человека бабочки к вам или нет у человека бабочек к вам. И, собственно говоря, как он вообще видит ваши отношения, ну, в неком будущем, да, то есть как он вас для себя рассматривает. И если будет оставаться время, мы возьмем небольшой совет для вас, вот в связи со всем вышеперечисленным. Итак, двоечки, троечки идут у нас в ожидание. Мы начинаем с единичек, недолго думая. Ну и у нас здесь целый туз пентаклей, пожалуй. Давайте посмотрим, что это значит. Что это значит, что нам хотят рассказать о мужчине? Смотрю, что все писалось. Буду поглядывать. Так, ну здесь прям император, солнце, туз пентаклей, девятка кубков. Значит, нашли вы себе богатенького буратино. Да? То есть здесь мужчина во всех смыслах состоявшийся. Человек, у которого и возраст, его положение в обществе, и финансовое состояние, все как-то, знаете, хорошо совпало. А у нас большей частью сейчас мужчины инфантильные, да, и в свои 40 лет они нифига не имеют. Здесь все не так. Да? Здесь мужчина, который состоялся, который имеет очень хорошую работу и, скорее всего, имеет должность, да? Или должность, или собственный бизнес, потому что ну, целый император перед нами. Так еще и туз пентаклей на него падает. То есть человек, который привлекает деньги, который умеет эти деньги увидеть и взять. И более того, да, туз пентаклей – это радиусный аркан, то есть он дает радиус. Везде, где появляется этот мужчина, да, то есть в вашу ли жизнь он пришел, или в жизнь своих каких-то друзей он пришел, или в какую-то компанию он пришел, везде начинают идти прибыли. Да, то есть как бы человек просто своим наличием привлекает денежную энергию на себя. Ну и естественно, да, весь такой распрекрасный товарищ, и зона комфорта у него имеется, и дом, и квартира, и, скорее всего, он достаточно богат. То есть это абсолютно, ну уж точно не бедный человек, да, как бы денег у него больше, чем ему нужно на его какие-то самые-самые простые прямые нужды. Так вот, естественно, в связи с вот этим вот всем, что он имеет, у него очень высокая самооценка. Здесь человек считает себя, ну, действительно пупом земли, король солнца, понимаете, король солнца. То есть здесь, я бы сказала, самооценка даже значительно выше того, что он из себя представляет на самом деле. Ну, это интересный мужчина, это умный человек, это человек образованный, это человек, который действительно много чего добился самостоятельно, да, то есть он заслуживает уважения на самом деле, но требует он не совсем уважения к себе, он требует преклонения. Он требует преклонения пред своей великой персоной. Вот. И, конечно же, ему хочется, чтобы женщина рядом с ним, она буквально, знаете, вот смотрела светящимися глазами, все время говорила ему какие-то комплименты и, собственно, знала свое место. Почему? Потому что он король солнца. Только его мнение имеет значение, только его точка зрения – это истина во плоти. И вашу точку зрения здесь никто не спрашивает.
Безусловно, ему нужна тоже интеллигентная, образованная женщина, которая обладает большим словарным запасом, с которой не стыдно прийти в общество, да? Но вот такая вся общительная, интеллигентная, умная, она должна быть именно в компании, чтобы подтверждать его величие, подтверждать его значимость. А вот с ним, когда, допустим, женщина общается, да, то она должна помалкивать, то она должна знать свое место, она должна преклоняться перед своим господином. Ну, вот такой вот у нас господин пришел сегодня, девочки. Прям вот чудо чудное, да? Вот, значит, что еще здесь можно добавить? Что человек очень долго работал над своими чувствами, потому что он очень чувствительный и эмоциональный человек. И в своей жизни он часто влюблялся, и, может быть, женщины даже вытирали о него ноги. Он учился в процессе всей своей жизни, он учился не влюбляться, не падать в эти все чувства, да, ногами вверх, включать голову, а не сердце. И он на сегодняшний момент сам считает, сам о себе, да, что он этому научился. Что вот теперь я не буду влюбляться, я не буду, значит, все делать для женщины, в которую я влюблен. Я буду смотреть рационально, от ума. Ну, это он только так думает, да, что он вышел из кубкового короля. На самом деле, ну, это невозможно, да. То есть человек, конечно, может приобрести определенные регалии, но энергии, в которых он живет, да, его эмоциональность, способность любить, это все равно все остается, да, как бы там человек не менялся в течение жизни. Хорошо. У вас от него бабочки в животе. А у него от вас мужчина во всех отношениях достойный. Давайте смотреть, что там у него с мотылями. Рвется в бой. Хочет нам что-то рассказать о своих бабочках. Так и хочется сказать, ах ты ж скотина такая. Только я такая порадовалась вся за то, что пришел наконец-то не какой-то инфантил, а пришел какой-то действительно самодостаточный, достойный мужчина. Ну что, есть, конечно, чувства у него к вам. То есть бабочки в животе летают. Это такие, знаете, бабочки, окрашенные в красно-оранжевые цвета, бабочки, в которых бушует огонь и бьет страсть. У этого человека к вам страсть. Вы его дьявол, вы снитесь ему ночами, он думает о вас перед сном, и всегда он думает о вас в эротическом ключе. Именно в эротическом ключе. Он вспоминает, какая вы. Если у вас были сексуальные отношения, то это действительно воспоминания об этом, об этих моментах. Если отношений не было, то это мечты о том, что могло бы быть между вами, да, то есть какое у вас тело, как вы себя ведете, то есть он здесь обдумывает все в деталях, я бы сказала так, представляет себе все в деталях. Вот, значит, здесь человек хотел бы с вами достаточно поверхностных, эмоциональных отношений, которые бы ему дали большее понимание о вас как о женщине. Потому что у него к женщине есть требования. Женщина должна полностью ему принадлежать. Это раз. Быть его рабой, я сейчас говорю буквально, это два. Да, то есть почитать его как господина своего. Женщина не должна замолкать,
говорить ему, что она чем-то недовольна. Ну, она вообще в принципе не должна быть недовольна. Он же, блин, великий человек, понимаете, король солнца. Вот, значит, женщина должна лишь хвалить его, возвышать его, и она должна быть тем пристанищем, где он действительно всегда отдыхает. Здесь у нас, девочки, такой, знаете, прям нарциссище, вот прям нарциссище целое. Вот, значит, безусловно, за вот такое отношение к себе он готов платить. Платить буквально деньгами, обеспечением каким-то, тем, что у вас будет золотая клетка. Ну, потому что это называется золотая клетка, да, это не называется, что вы будете богаты и счастливы в браке с ним, например, или в отношениях. И вот, то есть он готов платить деньгами за вот такое отношение к себе. Вот, еще он чувствует себя совершенно свободным человеком, и он будет гулять и иметь столько женщин, сколько ему заблагорассудится. То есть вы здесь можете не думать ни о какой верности от слова совсем. У него другое отношение к женщине, отношение потребителя, да, который оправдывает свое стремление к потреблению тем, что я же за это плачу. Я за это готов заплатить. Но она должна быть вот такой, как мне нужно, а не такой чего-то там личностью какой-то. Грубо говоря, здесь мужчина хочет взять свободную, умную, красивую женщину, с которой не то что не стыдно, а которая является действительно каким-то показателем статуса его собственного, и превратить ее в рабыню безголосую, да, которая будет вот заглядывать ему в глаза и говорить, какой он великий. Вот этого он хочет от вас. Да? То есть, собственно, мы рассматриваем бабочек в вашу сторону. Бабочки присутствуют, они прям огроменные. Очень сильно ему вас хочется. Очень сильно человек вас романтизирует и сексуализирует. Тут разные мечты. Я же говорю, он кубковый. Хоть он и пытается нам здесь из себя императора строить, но он кубковый человек. Ему хочется эмоций, ему хочется каких-то, знаете, страданий. Ему хочется, чтобы что-то такое варилось внутри, в виде этих эмоций. Вот. И при этом, конечно же, хочется страсти, хочется каких-то вот бурных объятий, поцелуев и соитий, вот, во всей своей красе. Есть эти бабочки, огромные мотыли, он даже где-то слегка думает, что он влюблен в вас, но его пугает ваша самодостаточность и звездность. Он говорит, блин, вот все в ней классно, но если бы не была такой высокомерной, если бы не была такого мнения о себе, да, если бы у нее была тоже самооценка немножко пониже, мне было бы проще просто из нее слепить то, что я хочу из нее слепить. Вы здесь непокорная дама, да, ну, ему на самом деле нравится брать именно непокорных, именно таких, знаете, с характером и превращать вот в этих вот рабынь. Значит, я не знаю, хорошо это или плохо, да, это решать вам, но мотыли у нас здесь водятся. И если он сейчас вам не пишет, если между вами сейчас тишина, это воспитательный процесс, он об этом говорит просто, да, что вы не захотели, не побежала, не пишет, что-то там молчит, сидит, надо ее наказать. Это, я вам сразу хочу сказать, это пауза, это не конец, да, товарищ. Или объявится, или вас как-то спровоцирует, что скорее всего. Вот. Ну, он просто об этом всем думает, да, и, естественно, мы эту всю энергию с вами наблюдаем. Хорошо. Ну, давайте. Совет для вас. Что вам делать с полученной информацией и с мужчиной? Деньги не брать. Прикольно.
Значит, смотрите, здесь говорится о том, что действительно у мужчины присутствует, ну, скажем так, такой деструктив в характере. И вам не показалось, что он деспот и тиран. Он действительно деспот и тиран. Значит, здесь совет вам держаться какого-то баланса, не то чтобы его там послать, да, и, конечно же, не влюбляться в его галантность, в его способность за вас заплатить, ну, потому что приходило много неспособных. Нет, не надо этого всего делать. То есть ваша задача – это держаться баланса и не отталкивать этого человека, но и не подпускать его слишком близко. Не впечатляться, не придумывать о нем каких-то баек у себя в голове, да, какой он прекрасный, распрекрасный. Конечно, все нарциссы, они поначалу распрекрасные. Он же вас тоже сейчас идеализирует, и он будет стараться вам очень сильно понравиться. Вот только когда вы уже попадете в его сети, да, в его клеточку, вот тогда начнется самое главное. Но я думаю, что уже проскальзывает вот эти вот все жесткие истории. Значит, денег не брать, говорят нам с вами, совет, балансировать на какой-то такой тонкой линии между настоящей влюбленностью и притворством. Ну, почему нет? Вот. И наслаждаться общением с этим мужчиной, пока оно является для вас приятным. Потому что очень скоро солнышко перевернется, и вы увидите его настоящую нарциссичную натуру. Ну, вот так. Вот такие пироги, мои дорогие. Благодарю вас. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Двоечки. Кто таков? Коротко о нем, да, слово проигравший. Проигравший. Чего проиграл? Проиграл эту жизнь. Проиграл он. О, все. Я жертва, все меня обманули, все меня бросили, на деньги меня кинули. Жена, значит, у меня полквартиры отчебучила. Ну, в общем, здесь человек, во-первых, это человек из вашего прошлого. Может быть, ваши отношения цикличные, да, то есть вы уже когда-то что-то там имели с ним, и вот он нарисовался вновь. Или это человек, который был вашим одноклассником, однокурсником, соседом по даче, там, бывшим клиентом 300-летней давности, который вдруг объявился. Значит, сейчас ваше общение в основном по переписке. Вот, и сам по себе мужчина, он как-то, знаете, все время жалуется. Он все время говорит о том, что а вот у него в жизни все хреново. Причем это может не выглядеть как то, что он жалуется. Да? Ну, типа, я тебе просто рассказываю, как я живу. Но все время какие-то сетования он рассказывает. Значит, он все время говорит о том, что он жертва обстоятельств. У него есть жена. Значит, или жена, или это бывшая жена. Да? То есть он может быть женат или разведен, но он все время ей недоволен. Он о ней говорит плохие вещи, что вот она такая просто стервозина недоделанная, что она все деньги у него забрала. Если развелся, это значит, что она у него все оттяпала, он остался ни с чем. То есть он все время эту несчастную женщину обвиняет вообще во всех смертных грехах. Может обвинять ее в измене, в том, что она ему изменила, и тем самым полностью разрушила его веру в женщину и во все остальное. Вот, значит, здесь человек, который работает на среднестатистической работе, зарабатывает среднестатистические деньги. И все время сетует на то, что вокруг все воруют,
Бабы, конечно же, при помощи секса, и вы знаете чего, получают машины, квартиры, дома. Значит, мужики воруют, обманывают, и вообще все, как говорится, ходят под государственными органами, да, и всех скоро посудят. Вот. То есть он все время, ну вот как-то, знаете, обсуждает чужую жизнь и о своей говорит лишь вот в каком-то таком формате, типа его обделили высшие силы. Понимаете? Обделили. Ну и, конечно, если действительно у вас в прошлом были отношения, он может говорить о том, что я, собственно, пожалел о том, что на тебя не женился, или почему у нас тогда с тобой ничего не получилось, да, я вот смотрю, ты такая классная, как бы вот если бы с тобой было бы все классно, а если вот я с этой пентаклевой королевой связался, и вся жизнь моя превратилась в борьбу без конца и края. Человек очень много врет, вы обязательно, ну, не знаю, записывайте то, что он говорит, да, или запоминайте какие-то такие моменты. Через время вы увидите, что он начинает как-то лавировать, он забывает, да, что он где там соврал. И, соответственно, вы можете его на этом просто-напросто подловить. Для вас будет удивительно, в каких моментах он врет. Потому что здесь у человека как будто бы язык без костей. Понимаете? Вот он прям сказал, забыл, и все время это какая-то вот такая вот выдумка. Хорошо. К бабочкам вернемся. Да, вернемся к бабочкам. У вас от него бабочки. Вот он появился вновь, вернулся в вашу жизнь. И бабочки взлетели, бабочки взлетели. Давайте, что там у него? Ой, все, потеряна любовь моя, звезда, похожая на сон. Ой, Господи, слушайте, вы что сделали с мужиком-то? Что с мужиком-то сотворили? Значит, смотрите, за время, пока вас не было в его жизни, вы стали звездой. Что это значит? Это значит, что вы достигли какого-то успеха. Может быть, вы стали действительно знаменитым человеком. Может быть, вы чему-то научились. Ну, вот ощущение, что вы рванули куда-то, рванули вперед. Вы человек, может быть, популярный человек, да, который нравится многим. Человек, который действительно обладает сумасшедшей притягательностью. И вот этот мужчина, он как будто бы, знаете, только сейчас это осознал. Вот когда он вас знал тогда, да, там вот еще в этом прошлом, вы такой не были. Вы были как будто бы равны ему. А сейчас вы очень сильно изменились в сторону успеха, самодостаточности, независимости. Вы расцвели. А он как будто бы, знаете, мало того, что на каком-то том уровне остался, так еще и чувствует себя жертвой обстоятельств. Вот он на вас смотрит и думает, ни хрена себе, это что вообще произошло? Она какой дорогой шла? Да? То есть мы с ней когда-то были знакомы, и по идее у нее такая же должна быть, ну, непонятная какая-то среднестатистическая жизнь. А она расцвела, стала звездой, стала такой сумасшедшей привлекательной. То есть вы действительно человека ошарашили собой, такой, какой вы стали. Он смотрит типа, Ленка? Это ты, Ленка? Ты чё? Нифига себе, какой ты стала. Понимаете, как будто бы вы из гадкого утенка превратились в белоснежного лебедя. Вот. Значит, он говорит, что любит вас. При этом говорит, что любил вас как бы всегда. Ну, карты выпадают такие, что действительно любит, не то, что он там это говорит, да, учитывая, что он врунишка. Вот. Но, тем не менее, в картах он нам солгать никак не может. Да? Потому что мы смотрим энергии, которые за ним стоят, а не то, чего он тут говорит. Вот, значит, здесь человек говорит, что он вас очень сильно любит,
что вы офигительно красивая, что вы его искушение, дьявол, какое-то такое, знаете, притяжение, которое невозможно преодолеть. И он говорит, ну какой я был дурак, ну почему я куда-то гулял, смотрел налево, направо, я что, не понимал, что я теряю? Вот, значит, в ваших отношениях его бесит ваша недосягаемость. Скорее всего, когда он появился, вы его определили во френд-зону, да, и сказали, ну, слушай, Сереж, будем дружить, да, как бы нормально, нормально. Ты мне расскажи, что, как у тебя дела, я тебе расскажу, как у меня дела. И вы все время то где-то отдыхаете, то ездите на хорошей машине, то ему там фоточки из дома счастливые с мужем, например, присылаете. Вот. И он страдает от потери. Упустил звезду, упустил, блин, такую бабу, вообще огонь. Чувств здесь огромное количество. Значит, и вот они именно так выражены, как я пытаюсь вам сейчас объяснить. Но я вам хочу сказать, что вот название всем этим чувствам, вот это любовь, сожаление, кого он потерял, да что ж я такой дурак-то был, все это можно объединить только в одно слово, мои дорогие. Зависть. Зависть. Потому что подспудно он, конечно, не совсем рад, что вы так счастливы. Он, конечно, хотел бы, чтобы вы ничего не достигли и были такой несчастной, а он как бы над вами парил, значит, в каких-то собственных достижениях. Но все случилось не так. Поэтому здесь есть и зависть, здесь есть и такое, знаете, ну, даже не знаю, не злость, а вы его бесите. Вы его бесите тем, что у вас есть. Бесите вы его там своим Мерседесом или БМВ, бесите своим домом. Вот. Ну и, конечно, здесь такие глобальные сожаления о том, что не сбылось, что он был дураком и все, в общем, сам испортил. Ну, вот как-то так. Бабушки есть. Хорошо, совет для вас. Совет для вас. Совет для вас. Совет для вас. Помни о башне. Точка, значит, точка. Умер, так умер. Значит, смысл сей басни таков. С этим человеком у вас уже были какие-то отношения, была какая-то связь. Ваша задача не забывать о том, как он себя вел тогда, и не забывать, что именно вы чувствовали, переживали, да, в момент расставания или в момент отношений с ним. Ну, потому что он не изменился, изменились вы, да, а он-то нет. И здесь говорится о том, чтобы вы помнили о той башне, которая между вами произошла, чтобы вы помнили, почему вы поставили точку в отношениях, о поведении человека, да, о всех словах, которые он говорил. И управляли реальностью, управляли своими эмоциями, управляли энергией этих взаимоотношений. И, конечно же, помнили о своей семье. Ну вот как-то так. Вот такой совет, понимаете, как хотите. Благодарю вас, двоечки. Благодарю вас, двоечки. Троечки. К
Кто к нам пришел? Ну, сразу говорят, что между вами какой-то треугольник существует. Сейчас посмотрим, с чьей он стороны. Угу. Ну что, здесь нет общения. Здесь треугольник, скорее всего, со стороны мужчины, а вы тайная женщина. Значит, отношений как таковых здесь нет и быть не может. У нас блокирующая карта, которая говорит о том, что, ну, по сути, скорее всего, мы рассматриваем или какого-то знакомого, да, или какого-то вашего коллегу, доктора, к которому вы пришли, ну, сходили на прием, да, вот, значит, здесь, ну, я не вижу, чтобы между вами было какое-то любовное общение, хотя, возможно, между вами был весьма откровенный флирт. Вот, значит, какие-то поверхностные отношения. Здесь мужчина женат, причем женат очень основательно. Ну, то есть он не собирается ничего менять в своей жизни. И сейчас между вами нет общения. Оно вообще и так было поверхностным, да. То есть, допустим, это мог быть какой-то флирт на приеме у врача. Или, допустим, человек обратился к вам, вы нотариус, допустим, да, и опять же был между вами какой-то флирт. Или просто комплименты, какая-то такая добрая улыбка, да, и вы смотрите на человека вот, ну, такого вот, с которым некое поверхностное общение было. В данный момент, да, общения никакого нет. Здесь мог быть инцидент по башне. В каком плане? Вы могли, допустим, долго ходить на прием к этому доктору, если это доктор, и однажды сказать ему: Владимир Петрович, а почему вы как-то гладите мне руку, почему вы так вот смотрите на меня, да, говорите мне комплименты, что дальше? Да? То есть вы могли задать им этот вопрос, или вы могли ему написать что-то такое. Вот. И здесь доктор наш, ну это назовем так, некое общее слово, олицетворяющее этого мужчину. Значит, наш доктор вспылил, сказал вам, что вы какую-то ересь несете, и мог вас даже заблокировать. То есть здесь у кого-то проиграется именно такая история. Может, это не доктор, да, он кем угодно может быть. Ваше знакомство весьма шапошное, да, и вы могли здесь просто вот как-то проявить себя, и с его стороны пошла блокировка. При этом вы выходите все-таки тайной женщиной. Это говорит о том, что у человека были какие-то намерения в вашу сторону, когда он с вами флиртовал, когда он вам подмигивал, и действительно искра была. Просто, может быть, он побоялся двигаться дальше, или ваша активность его очень сильно смутила. Да, то есть, может быть, ему нравятся женщины-жертвы, за которыми надо долго бежать, да, там, уговаривать, заманивать и так далее. Вот. Ну, как жертва? Имеется в виду не жертва, а дичь, простите. Да? Имела в виду одно, сказала другое. Женщина как дичь, которая убегает, он все время догоняет. А женщина, которая развернулась и задает прямой вопрос, его как-то уже смутила. Вот, значит, мужчина здесь такой, знаете, манипулятор, человек, который привык брать, это такой потребитель по своей природе, человек, который из каких-то своих страхов, то есть когда у него возникает опасность, да, что-либо потерять, место на работе или жену, допустим, или еще что-то, он может совершать какие-то мерзкие поступки в вашу сторону,
вот чтобы откреститься от вас, нет, 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 меня здесь не было, ничего там, я ни с кем не спал, да, я никого не знаю, кто эта женщина. Вот, то есть здесь мужчина, который ради своей стабильности, ради своего благополучия может жертвовать такими понятиями, как достоинство, честность, да, нравственность и так далее. Вот, то есть он не против гульнуть, он не против сексуальных отношений, но желательно разовых, и чтобы они были абсолютно необременительными, без обязательств, так сказать. Хорошо, давайте смотреть, у вас от него бабушки полетели, есть ли бабушки у него. Угу, бесите его. То есть действительно был какой-то конфликт. Башня неспроста у нас появилась. Вот. Он говорит, что в глубине души вы его очень сильно бесите. Бесите своей жезловостью, своим напором и тем, что вы мужик в юбке. То есть он говорит, что вы находитесь в энергиях императора. Вы очень жесткая женщина, очень требовательная женщина, женщина, которая знает, что она хочет. И вы его как-то поставили на место. То есть он почувствовал эту жесткость, он почувствовал ваши мужские энергии, но он находится в иерофанте, а вы в императоре. То есть, ну вот по сути, да, как бы здесь один аркан бьет другой. Это оба очень сильных аркана, и, как он считает, он с мудростью иерофанта избежал столкновения с вашим императором. Вот так я бы сказала. Значит, он вас боится. Он вас боится. Безусловно, у этого человека бабочки от вас были до момента этого конфликта, до момента то ли разговора, то ли вашего наезда, то ли вашего проявления. Он что-то там хотел, не знаю что. Ну, хотел действительно флирта, поглаживания, может быть, какого-то легкого перепихона без обязательств. Вот. Но вы включили этого императора и очень как-то жестко себя повели, жестко с ним поговорили. И он тут же отскочил в сторону. Он тут же убежал куда-то в кусты, обвинив вас чуть ли не в домогательствах к его персоне. Вот. Значит, и сейчас у него бабочки все сдохли все бабочки внутри, потому что он сейчас одержим каким-то страхом. Он боится вас, он боится ваших шагов, он боится ваших действий. То ли он боится, что вы будете себя навязывать, то ли он боится, что вы расскажете о ваших отношениях какому-то руководству или его жене, например. Да? То есть здесь человек сейчас очень сильно боится того, что вы можете сделать, и говорит о том, что надо нивелировать ситуацию, надо ее обнулить. Надо создать видимость того, что ничего не было. То ли он вам пытается доказать, что вам все это показалось, что ничего не было, чего было, да? То ли он пытается в коллективе, если вы, допустим, вместе работаете, да, создать видимость того, что это вы к нему пристаете, это вам все это нужно, а как бы он вообще, вот он ручки, вот они лапки чистенькие, понимаете? Вот, то есть здесь человек сейчас боится. Тут, конечно, ни о каких бабочках уже речь не идет. Они были, но все сдохли. Вот, он сейчас боится что-то потерять. То ли потерять репутацию, то ли потерять семью, то ли там все вместе потерять из-за того, что вы оказались очень непростой женщиной, да, очень сильной женщиной, которая умеет отстаивать свои права и от которой только неприятностей можно ждать. Соответственно, он сейчас в бешенстве находится от какого-то вашего поведения. Хорошо. Ну, давайте посмотрим.
он в бешенстве, а у вас бабочки, да, ну это вообще прикол приколов. Давайте посмотрим совет для вас, совет для вас. Прекратите завоевывать этого мужчину. Совет для вас. Значит, примите это взаимодействие как некий урок, да, деструктивный, да, неприятный, когда вас выставили, возможно, какой-то женщиной, которой вы не являетесь, да. Вот, значит, и заканчивайте по 5 пентаклей эту связь. Потому что по ней же, по 5 пентаклей, вы можете потерять больше, чем получите. Мужчина вам нравится, но вы, к сожалению, не проникли в его суть и не увидели в нем вот этого деструктива, да, трусости, низменности, подлости, а здесь это есть. Человек может вас подставить, человек может реально для того, чтобы себя обелить, вас облить помоями. Поэтому здесь, конечно же, совет только один. Чтобы сохранить свое достоинство и двигаться дальше по жизни, прекращайте какие-то подкаты к нему. Может быть, это не подкаты, может быть, мысли о нем, да, пробивание его реальности и так далее. И заканчивайте, потому что здесь человек может принести потерю. У вас очень много жезловых энергий, вам нужно идти вперед, вам нужно двигаться, у вас скоро будут какие-то свершения, впереди какая-то радость. Не зацикливайтесь на этом человеке. Ну что, мои дорогие, такой вот получился у нас сегодня с вами разбор. Благодарю вас за ваше внимание и, как обычно, хочу пожелать вам только одного – встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.